Друзья, добрый день! В этом видео предлагаю поговорить о том, как социализироваться на новом месте жительства, если вы вынуждены поменять страну, город и так далее, то, что сейчас, к сожалению, происходит со многими украинцами. Есть два важных момента с точки зрения психологии, вот о них хочу рассказать в видео. Момент первый. Начну с такой истории притчи, да, когда в старые времена, значит, идет путник, подходит к селению, и на дороге сидит старик. Он спрашивает: скажи мне, пожалуйста, какие люди живут в этом селении? Старик отвечает вопросом на вопрос: скажи мне, пожалуйста, какие люди жили там, откуда ты идешь? На что путник отвечает: ой, злые люди жили, завистливые, плохие, обижали, унижали и так далее. Старик посмотрел и говорит: ну, здесь точно такие же, иди дальше. Прошло какое-то время, та же дорога, то же селение, тот же старик, идет другой путник, и точно так же подходит, говорит: я ищу место, где остановиться, скажи, пожалуйста, какие люди живут здесь? Старик опять же спрашивает: а какие люди жили там, откуда ты идешь? На что путник отвечает: ты знаешь, это были замечательные люди, очень поддерживающие, они радовались моим радостям, они поддерживали меня в каких-то сложных ситуациях, замечательные люди. И старик отвечает: оставайся здесь, здесь такие же. Это о том, что куда бы мы ни приехали, мы привозим себя. Мы привозим свое состояние, мы привозим свое мировоззрение, свою систему мышления. И постепенно в любом месте разворачивается та же реальность. И в этом смысле не бывает такого, что вот на старом месте все было хорошо, а в новое переехали, все плохо. Вопрос не места, вопрос вашего внутреннего состояния. И что здесь может произойти, да, вот кто-то может мне возразить: ну нет, 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 вот я до войны жила там-то, там-то, и все было хорошо, вот потом переехала, и вот все плохо стало. Ну, вот не работает притча, да, не так это. На самом деле, смотрите, если мы говорим про вынужденное переселение, то здесь есть какая штука, да. Война, понятно, подразрушила, ну вот начало войны, да, и это было событие, которое разрушило всех психически. Разрушение психическое это регресс в такое очень тяжелое эмоциональное состояние. И вот в этом состоянии случился переезд в новое место, и по сути вы в это место привезли вот это свое тяжелое состояние, и из него уже начала формироваться та реальность, в которую вы в этом месте попали. Я могу свой пример рассказать в этом смысле. Вот после начала войны я, ну, опять же, как-то так вот на ходу надо было решать, куда переезжать, и я выбрала Валенсию, это город в Испании. Я здесь была до войны несколько раз, и мне очень нравился этот город, в частности, потому что он достаточно такой, он и получается, ну, не маленький, не провинциальный, но он такой спокойный. И вот здесь, когда я раньше приезжала, я всегда чувствовала расслабление и какой-то такой покой, умиротворение, вот хорошо здесь было. И когда такой вопрос возник, да, куда переезжать, я вспомнила этот город, и я решила, что я поеду сюда. И но это было вот начало марта, буквально первые дни войны, и, соответственно, ну, состояние мое психическое было тоже соответствующим моменту. И что получается? Я еду в Валенсию, ожидая, что вот я приеду в вот этот спокойный, умиротворенный, такой классный город, а приезжаю, и здесь какой-то Армагеддон. Здесь толпы людей, какие-то постоянные, ну то есть вот я приехала, первые звуки, которые я слышу, это стрельба. Я думаю, что такое? Да, вот. А оказывается, здесь, ну, это я сейчас уже понимаю, то есть мы когда переехали, мы попали ровно в неделю, у них есть какой-то праздник, не помню, как он называется,
но это очень шумный праздник. То есть суть праздника такая, что они, ну вот как очищение. И вот это очищение идет через то, что очень много стреляют этих петард, салютов и так далее. То есть как будто бы вот такой взрыв эмоциональный происходит. Да? Здесь какие-то эти чучела выставляют на улицу, потом их сжигают. И это все сопровождается невероятными по громкости звуками, толпами людей, какие-то петарды, салюты, и все это круглосуточно, понимаете? И я понимаю, что это не та Валенсия, которую я ожидала. И следом я понимаю, что я привезла сюда свое состояние. Понятно, что ну, это глупо и шизофренично говорить про то, что мое состояние создало в Валенсии вот этот праздник. Нет, он был до меня и будет после меня, но принцип синхронистичности, да? То есть он есть в Валенсии без меня, но вот так вот тонко все ну, просчитывается, да, что каждый из нас попадает ровно в то же ровно в ту же внешнюю реальность, которая соответствует внутренней. Вот. И даже то место, которое раньше было спокойным, приятным и так далее, в этот момент оно превращается в другое. Да? Вот. И вот такая история. Поэтому подумайте. То есть, смотрите, когда мы живем ну, в каком-то месте, где нам не нравится, мы все время думаем, вот, тогда было там, и тогда было хорошо, а здесь плохо. И мы тем самым, вот, знаете, какая-то воронка нас затягивает. Вот. Поэтому подумайте о том, что то место, где вы сейчас живете, оно идеально отражает ваше внутреннее состояние. И понятно, что родина, дом это прекрасно, но по сути, где бы вы ни были, вы разворачиваете себя, вы видите то, что есть у вас внутри. Да? И когда вы таким образом начинаете думать, происходит следующее. Либо тот город, страна, место, где вы сейчас, начинает вами восприниматься по-другому, вы по-другому начинаете себя там чувствовать. Либо вы возвращаетесь там, домой, и все тоже становится хорошо. Потому что если из состояния, вот, да, вам не нравится, вам плохо и так далее, и вы мечтаете вернуться домой, и вроде как все будет хорошо, так не будет. Скорее всего, вы вернетесь, и дома тоже будет что-то нехорошо, да? То есть это состояние вы привезете домой. Ну, я имею в виду, что будет ощущаться как что-то ну, не очень хорошее. Вот, это первое, да, куда бы вы ни приехали, вы привозите свое состояние. И оно дальше разворачивается в какую-то внешнюю реальность или в ту грань реальности, которую вы видите, наблюдаете. Второй момент, важный с точки зрения психологии. Фрейд говорил о том, что, еще Фрейд, да, и, в общем, все психологи с ним дальше согласны, что есть две основополагающие вещи в жизни любого человека. Это любовь и работа. Вот если есть и то, и другое, человек счастлив, и жизнь ощущается им как такая полноценная. Ну, если он удовлетворен этими сферами своей жизни. И когда вы приезжаете на новое место жительства, переезжаете в другую страну, думайте о том, как для себя организовать обе эти сферы. Первая работа. И иногда они, знаете, друг другу помогают, да, у вас появляется работа, и там завязываются отношения, ну, я имею в виду не только любовные, семейные и так далее, любые, да, дружеские, теплые отношения. Если это работа, которая вам нравится, которая помогает раскрывать ваши таланты, она вас увлекает, то, конечно же, вы там найдете и любовь, ну, в широком смысле слова, да, и само дело тоже, то, которым вы занимаетесь, будет вашей любовью. И сейчас, да, слава богу, есть очень много возможностей работать онлайн, и в этом смысле, даже если вы вынуждены за границу переехать, в абсолютно чужую страну, не зная языка и так далее, у вас остается интернет, где вы можете реализовать ту профессию, которая у вас есть, или получить новую профессию и в ней реализоваться.
Например, вот мы, наша компания, да, Европейская школа психологии, мы обучаем психологов, и уже у нас есть очень много кейсов, как люди после войны пришли к нам обучаться, уже после начала войны, и уже практикуют, и уже достаточно нормально зарабатывают, и хорошо адаптируются в странах Европы. Да. Много этих историй есть, наверное, у меня на канале есть, у нас на сайте, у меня в Инстаграме и так далее, можно это посмотреть. И это не только в профессии психолог, да, ну, мы просто понимаем и учим, как это делать в психологии, но таких профессий, где вы можете онлайн зарабатывать, сейчас очень много. И профессию вы можете получить достаточно быстро. Вот. Ну, это как самый такой простой способ, да. Понятно, что если вы знаете язык страны, где вы находитесь и так далее, можно и искать какие-то там уже на месте, да, какую-то занятость. Но о чем я хочу сказать? Вот, вот такое переселение, да, это часто обнуление. Да, у вас, ну, у кого-то обнулился бизнес, отношения, какие-то ранние способы заработка, и то дело, которым вы занимались. И обнуление это всегда возможность создать новое. Да? То есть это вопрос вашего восприятия. Мы можем воспринимать обнуление как пустоту, а можем воспринимать как пустое пространство для нового. Понятно, что ну, это требует там, определенного горевания, отпустить старое и так далее, но уже достаточно много времени прошло с начала войны, и пора переходить к созиданию. Так вот, это очень хорошее время подумать, а как я хотела или хотел, а чем я хотела заниматься. Какие отношения я хотела и хочу, что для меня важно в отношениях. Вот многие сейчас, у меня клиенты, друзья говорят о том, что очень много отношений пересмотрели. Там, с родными, с друзьями и так далее. Ну, и я не имею в виду по поводу там, мнений о войне и так далее, не по этому принципу. А по принципу, насколько это для меня сейчас важно, ценно, насколько я хочу час своего времени, 2-3 провести вот с этим человеком или не хочу. Дает мне что-то это общение или это уже инерция, которая 20 лет, мы типа друзья, и вот 20 лет сидим и уже говорить не о чем. Общих ценностей нет, потому что каждый ушел в свою сторону. А мы по инерции вот так вот, да. И почему бы не найти новых людей, да, которые сейчас вам созвучны, с которыми вы сидите и не можете наговориться, да, и вы чувствуете связь, и вы чувствуете, что человек вас понимает, а вы его понимаете, и вы выходите из этого общения больше, богаче, чем входили в него. Да? И вот эти все вещи, они сейчас как раз из-за обнуления и из-за того, что война так или иначе ставит нас лицом к смерти, они очень тонко чувствуются хорошо. И это возможность перенастроить свою жизнь, да? Наполнить свою жизнь тем делом, теми людьми, которые вам созвучны сейчас. И это дает другое ощущение себя в любой стране, в любом городе, в любых внешних условиях.